муниципалитета Агиос Афанасиус. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о муниципалитете Гермосоя. Вот таким локация, видим, отрисовывает на Google Map границы административного муниципалитета Гермосоя. Здесь также только новое жилье, старое присутствует, но в основном новое жилье. Достаточно дорогой город-муниципалитет, по стоимости вы видите уже, да? Это новое жилье выросло за месяц плюс 0,19%. И 5409 евро – это стоимость квадратного метра. Да, друзья, еще раз напомню, в выборку попадает только недвижимость, которая называется апартаменты, и это многоэтажные дома. Но многоэтажные это сложно назвать, ну, так или иначе, многоквартирные, правильно так называется, многоквартирные дома. Сюда не входят виллы с земельными участками, стоимость которых там от миллиона евро и выше. Там фантастические есть цены, конечно, поэтому, чтобы вы понимали, выборка однородна. Итак, смотрим, что произошло за месяц. За месяц, повторимся еще раз, 5409 евро стоимость квадратного метра в январе и рост 0,19%. Смотрим, что произошло за год. Также динамика положительная, что, собственно говоря, вполне адекватно ведет себя рынок, как я называю. С января 2025 года 5332 евро за квадратный метр. И уже в январе 2026 года 5409 евро, что показало, друзья, смотрим, средняя стоимость за год, рост 1,45%. Ну, недвижимость здесь, видите, по стоимости достаточно дорогая. Дальше, друзья. У нас также новое жилье. Это муниципалитет Ипсанас. Ну, немножко другая карта. Я так развлекался, не знаю, насколько тоже неплохо выглядит. Границы отрисовывает Google Map данного города-муниципалитета. Видим, что новое жилье только в выборку попало. Апартаменты класса А и Б подорожали на 0,35%. А вот здесь жилье, друзья, что ну, совершенно недорогое, бюджетное даже по меркам города Киева. Средняя стоимость 2985 евро за квадратный метр. Ну, я в пример город Киев привел, хотя ну, ни в коем случае нельзя сравнивать, это несопоставимые вещи. Город-миллионник и совершенно небольшой, так сказать, город, который, ну, муниципалитет, это по меркам Кипра. А по меркам, так чтобы было понятно, города Киева, наверное, весь по количеству недвижимости и населения, весь остров Кипр как один административный район, Голосеевский. То есть представляете, да, какие масштабы огромные там и какие небольшие здесь. Но опять еще раз повторюсь, что есть такая песня «Я в лес бежал из городов». Это русский поэт Гумилев, великолепный поэт. Так вот, уехать с огромного муниципалитета, это, или в данном случае с города Киева, да, это, ну, реально для меня просто бальзам. То есть мегаполис – это точно жизнь не для меня. Ладно. Переходим к тому, что внизу красная черта, 2885 евро, рост за месяц 0,35%. Что же произошло в данном муниципалитете за год, друзья? Смотрим. 2007 евро, это у нас январь 2005 года, и 2885 евро, это у нас январь 2026 год. Ну вот уже второй город, муниципалитет нам показывает, друзья, что за год динамику снижения незначительная, минус 0,76%. С чем это связано, мне сложно сказать. Переходим к следующему слайду. Это последний слайд. Ката Полимидия, город-муниципалитет. Также только новое жилье. За месяц подорожало плюс 0,31%. Средняя стоимость 3284 евро. И вот здесь внизу вы можете посмотреть, что подорожало за месяц на 0,31%. Также можете посмотреть локации по ценовым зонам. Еще раз отвечу, друзья, постоянно
на эту тему вам говорю, что для чего нужны статистические данные, друзья. Мне многие говорят, это скучно, смотреть цифры, зачем они нужны? Лучше показывай контент развлекательный. Я же вам не говорил, что у меня развлекательный контент, у меня образовательный контент. Поэтому цифры нужны для того, чтобы вы могли определиться, будь вы покупатель или продавец, в стоимости, в рыночной стоимости квадратного метра своей недвижимости, если она относится к классу А и Б. Вы находите ценовую зону свою, то есть географическое название, да, и умножаете там стоимость квадратного метра на метраж, который в паспорте на ваш объект недвижимости. И вы получите среднерыночную стоимость. В свое время в Украине, которая, в общем-то, еще раз повторюсь, до войны была 42 миллиона, и 24 крупных области входило, включая крупных областных городов, мы разработали программное обеспечение, которое позволяет мониторить полностью рынок недвижимости и позволяет при продаже недвижимости государству видеть и понимать, сколько стоит квадратный метр того или иного класса жилья, жилой недвижимости или коммерческий. То есть это огромный проект, поэтому у меня просто колоссальный опыт в данном направлении. Надеюсь, я ответил на вопрос, зачем нужны статистические данные, в данном случае, о которых я говорю в своих видео. Следующий слайд, уже, наверное, последний. Катаполимедиа, период исследования у нас январь 2025 год, 3321 евро. И что, друзья, январь 2026 год, видим 3286, да, 84 евро. Что, собственно говоря, показало динамику снижения за год. Внизу смотрим, минус 1,10%. Это третий город-муниципалитет из 6, который показал снижение. То есть с чем это связано, пока не могу сказать. Итак, друзья.